В этом видео мы с вами будем создавать AI-агента, который будет создавать для нас на основе новостей контент для социальных сетей. Я выбрал 3 социальные сети. Это мой телеграм-канал, либо ваш телеграм-канал. Вторая социальная сеть — это короткие маленькие заметки для Threads и, конечно же, посты для инсты. То есть на основе новостей мой AI-помощник будет искать актуальные новости по той теме, которую мы ему задаем, по тому направлению, чем мы занимаемся, самое главное. И на основе всех этих данных, на основе всех этих новостей он будет генерировать и создавать контент, который, соответственно, мы можем использовать для своего телеграм-канала, для своего Threads, либо для своего, может быть, блога, если вы захотите создавать контент для блога. То есть здесь я буду показывать, потому что этот шаблон в первую очередь я разрабатывал для себя, я буду показывать на основе своих социальных сетей, которые меня интересуют. Вы можете здесь использовать любые другие социальные сети, главное понимать суть и принцип, как это работает. То есть мой AI-помощник, он ищет информацию в интернете, ищет какую-то новость в интернете, и на основе этой новости он создает 3 типа контента. Дальше он все эти 3 типа контента загружает в специальную таблицу. Здесь сейчас ничего нет, это тестовая таблица, с которой мы с вами начнем сейчас взаимодействовать и работать. То есть он будет понимать идею контента, он будет создавать тему контента, он будет создавать целевую аудиторию для этого контента, либо брать из ваших баз данных. И дальше, соответственно, создавать сам контент для Telegram, для Threads, либо для Instagram. Я его буду показывать на примере Google Sheets таблиц, то есть Google таблиц. В идеале для меня, например, я использую сервис Notion, поэтому мы в своих автоматизациях заменили все Google Sheets на Notion. То есть мне это все поступает именно в Notion. Но я знаю, что Notion он не совсем так популярен, и многие не используют Notion, а используют именно Google таблицы. Они проще, они доступнее, поэтому я буду показывать именно на Google таблицах. Дальше, второй момент. Здесь очень важно понимать, что этот AI-ассистент, AI-помощник, это не AI-ассистент, я его называю AI-помощник по генерации контента на основе новостей. Значит, он может работать 2 способами. Первый способ, он работает автономно, то есть вы в телеграмчике забиваете, говорите ему, найди какую-то новость там по какой-то теме, там, по теме похудения, какие-нибудь последние новости, исследования. И на основе этой новости создать, соответственно, контент для социальных сетей. И все, он, соответственно, будет работать таким образом. То есть вы ему задали задачу в Telegram, и он на основе этой новости, которую нашел, на основе той целевой аудитории, которую он выделил, он создаст, соответственно, вам контент и может выдать, соответственно, этот контент даже в тот же Telegram. Вы можете не в Google таблицах этот ответ искать, а именно в своем Телеграме. Я же буду использовать, то есть не то, что я буду использовать, я покажу, как это строится, но есть и второй способ использования этого AI-агента. Это будет AI-помощник нашего основного либо главного AI-ассистента. Главный AI-ассистент будет задавать запрос этому AI-помощнику для того, чтобы он сгенерировал новость на основе этих данных. То есть для того, чтобы мы работали, грубо говоря, в одном окне и разговаривали только с нашим AI-ассистентом, который будет делегировать задачу на создание контента на основе новостей именно этому AI-помощнику. Я надеюсь, что вас еще не сильно запутал, но еще раз говорю, что он может работать как автономно, так и в связке с другими вашими, либо с вашим главным AI-ассистентом. Как это все сделать, я покажу в этом видео. Поехали! Хорошо, давайте уже начнем создавать нашего AI-помощника, который будет создавать либо генерировать контент на основе новостей. Значит, у нас есть, как всегда, 2 варианта. Первый вариант. Вы сейчас пошагово со мной проходите и создаете, соответственно, с нуля этого AI-помощника. Второй вариант. Вы просто нажимаете 3 кнопочки наверху, нажимаете Import from File и выгружаете туда шаблон AI-агента и, возможно, главного AI-ассистента. Немножко корректируете под себя, под свои задачи, и все у вас буквально там за несколько минут, в несколько кликов вся эта система работает. Мы используем, как всегда, сервис N8N, либо N8N, как многие его называют. Не путайтесь в названиях. Я называю по-русски обычно N8N, мне так удобней.
Где взять этот шаблон? Где взять этот шаблон? Этот шаблон находится в первом закрепленном сообщении, либо в описании к этому видео на YouTube, либо там, где вы его смотрите. Он находится в телеграм-канале. Ссылка с ботом для получения доступа к этому телеграм-каналу, она находится также в первом закрепленном сообщении. Вы переходите, и вам бот все рассказывает, как вы можете получить этот шаблон и подробную инструкцию, как этот шаблон активировать для того, чтобы он работал в вашей системе. Плюс вы получаете другие шаблоны по N8N, либо шаблоны по Make. У нас большая база данных, она постоянно формируется. Есть база из промптов, которые также я использую в этом своем видео и в других своих видео. Больше 10 тысяч различных промптов, применение их в повседневной жизни, обзоры сервисов, то есть плюс чат для общения. Все это у нас есть в телеграм-канале. Поэтому вы переходите, ссылка в первом закрепленном сообщении, либо в описании, переходите, и бот вам, соответственно, все рассказывает, как получать доступ к этим всем шаблонам. Использовать шаблоны, конечно, да, крутая идея, но очень круто будет, если вы сейчас со мной вместе этот шаблон создадите. Вы не только начнете чуть больше понимать в сервисе N8N, вы реально научитесь использовать сервис N8N, и дальше у вас не будет проблем возникать с созданием каких-то шаблонов. То есть вам нужно будет просто генерировать идеи, как, соответственно, этот сервис использовать для своих задач. Хорошо, давайте начнем. То есть мы создаем шаблон, называем его, давайте назовем Test AI Content News. Окей, значит, в первую очередь, когда мы создаем шаблоны, главное не запутаться их, потому что в моем рабочем пространстве этих шаблонов большое количество. Мы только сейчас снимаем видео по этим шаблонам, а это процесс такой нелегкий. Значит, нажимаем первое. Нам необходимо, что будет вызывать, соответственно, этот шаблон, эту автоматизацию. Мы будем использовать Telegram в качестве триггера, то есть берем Telegram и onMessage. То есть, когда в Telegram будет поступать сообщение, этот шаблон будет активироваться и начинает работать. Здесь нам необходимо выбрать наш Telegram-бот, либо создать нового, если у нас его нет. Если у нас его нет, вам сюда нужно ввести только свой API-ключ от Telegram-бота, который вы получаете в бот-фазах. Как создавать Telegram-бота, я не вижу большого смысла рассказывать, на это уходит большое количество времени, а мы все же любим, чтобы мы получали информацию максимально сжато и быстро. Хорошо, я выбираю просто своего AI-помощника и могу его, соответственно, протестировать, как он работает. Нажимаю тест, вот этот, по-моему, помощник, я ему могу написать что-нибудь типа тест 8778. И по идее сейчас, да, он должен активироваться, он видит, что к нему пришел запрос. Хорошо, тест 887-78, все работает, Telegram у нас подключен. Дальше нам необходимо поставить switch. Switch для того, чтобы мы могли отправлять не только текстовые сообщения в наш шаблон, а также и голосовые сообщения. Здесь необходимо добавить роутер и два элемента для выхода. То есть выход, выход. Здесь у нас будет пускай голосовые сообщения, voice, и здесь у нас пускай будут текстовые сообщения. То есть наш Telegram-бот, чтобы понимал текстовые сообщения и голосовые сообщения. Значит, в качестве текстового сообщения будет приходить текст, то есть мы тянем отсюда текст, а в качестве голосового будут выходить голосовые сообщения. Но так как мы еще не тестировали голосовые сообщения, пока оставим так. Когда будем тестить голосовые сообщения, он у нас будет отправлять голосовые сообщения. Дальше, значит, нам необходимо сюда добавить вот эту ноду Edit Files. И здесь он должен принимать, соответственно, наши голосовые сообщения. Так, давайте его протестируем. И он должен принимать наши текстовые сообщения. Значит, текст, тест. Хорошо. Он будет принимать наши текстовые сообщения и отправлять все это, соответственно, нашему первому AI-агенту. А здесь будет большое количество AI-агентов. Сейчас я вам покажу, да, как мы их будем создавать. Здесь необходимо выбрать это и прописать, соответственно, нам нужно будет еще прописать промпт. Пока все это оставляем здесь. Хорошо. Значит, нажимаем «Сохранить». И для того, чтобы мы еще получали голосовые сообщения, нам необходимо так, не то нажал. Нам необходимо выбрать Telegram. И все голосовые сообщения с Telegram идут как файлы. То есть мы выбираем Get a File. Здесь пропишем дальше файл ID. Покажу вам чуть дальше, откуда его взять.
Здесь Telegram, хорошо, и здесь он должен расшифровать, соответственно, это голосовое сообщение. Расшифровка будет происходить через чат GPT, транскрибация и запись. То есть он к нему будет поступать данные в голосовом сообщении, и основная задача их перевести в текст. Выбираем наш аккаунт OpenAI. Если аккаунта нет, мы создаем новый аккаунт. Сюда прописываем API-ключ, который вы можете взять на сайте platform.openai.com. Создать API-ключ, там ничего сложного нет. И, соответственно, этот API-ключ ставите сюда. У меня API-ключ есть, я выбираю вот этот вот аккаунт. Все, здесь ничего не меняю. Хорошо, и этот бот, он будет работать сюда. Значит, сейчас давайте протестим эту систему. То есть я нажимаю тест. Так, мне нужно деактивировать пока этого. Ну, давайте по шагам просто пройдемся. Сначала отправим сюда голосовой. Так, нет, все же он просит деактивировать. Давайте пока деактивируем его. И, по идее, сейчас все должно заработать. То есть мы отправляем ему... Давайте голосовое сообщение отправим. Давайте полностью тест. И отправим голосовое сообщение. Так, но это не голосовое сообщение, это текстовое сообщение. Как неудобно расположена кнопка голосового сообщения. Мы сейчас проводим тест голосового сообщения. Так, это у нас что такое? И нажимаем тест. Все. То есть он понял, что к нему приходит голосовое сообщение. Он еще не понял, что к нему приходит голосовое сообщение. Мы заходим и выбираем вот этот вот voice, файл ID и файл ID и сюда. И файл ID, так, не попал. Мы выбираем файл ID и добавляем его, соответственно, сюда. Нажимаем тест. Теперь он понимает, что это пришло голосовое сообщение в виде какого-то файла. Дальше, значит, это голосовое сообщение он прорабатывает. Здесь нужно файл ID ввести. Голосовое сообщение у файл ID, voice, файл ID. Окей, нажимаем тест. И он отправил, соответственно, дальше. И теперь OpenAI должен прогрузить это голосовое сообщение. Расположена кнопка голосового. Мы сейчас проводим тест голосового сообщения. Вот это сообщение, которое мы с вами надиктовали, он понял, и он его отправляет, соответственно, уже AI-агенту. Для того, чтобы проверить принцип работы текстового сообщения, мы давайте введем что-нибудь, тест, и вот такие вот цифры, нажимаем тест, и сейчас он должен уйти в текст. Да, в текстовое сообщение уходит, и отдал, соответственно, текстовое сообщение. Дальше отправил. Хорошо, значит, сейчас нам нужно настроить нашего первого AI-агента. Значит, у нас будет много AI-агентов. Каждый AI-агент будет отвечать за определенную задачу и роль в нашем процессе. Этот AI-агент будет отвечать за то, что к нему будут приходить определенные сообщения, и он будет как бы давать идею нашей таблицы. То есть вот у нас есть таблица, здесь есть раздел идеи контента. То есть этот AI-агент будет создавать идею для нашего контента. Для этого мы должны вбить в него следующий промпт. Мы заходим и вбиваем ему следующий промпт. Значит, смотрите, как выглядит этот шаблон. Значит, шаблон выглядит просто в виде XML файла, который нам сгенерировал ChatGPT. Пример шаблона вы можете взять в моем телеграм-канале, ссылка также находится в закрепленном сообщении. И здесь прописана задача. То есть задача, например, к нему входят данные. Найди свежие данные, новости о компании OpenAI. Выходные. Задача найти новости о компании OpenAI. То есть, грубо говоря, он придумывает идею названия контента. Можно это сделать, собственно, ручно, но мы хотим полностью автоматизировать процесс, поэтому мы используем этого AI-агента. Прописываем его название, он генератор идей. Генератор идей. Идеи контента. Все, нажимаем изменить название, и сюда нам необходимо вбить тот текстовый запрос, который, соответственно, к нему будет приходить. Вот сюда ему приходит текстовый запрос. Нажимаем сохранить, активируем этого агента. Давайте его активируем. Где у нас активация? Вот активация, и прикручиваем к нему, соответственно, модель. Модель будем использовать OpenAI ChatGPT 4o Mini. Она, на мой взгляд, одна из самых дешевых на сегодняшний день, поэтому с этой задачей справится даже вот ChatGPT Mini. Все, нажимаем ОК, Save. Так, почему-то он висит с ошибкой. Скорее всего,
Да, никакие данные нам не нужны. Окей, save. Значит, когда мы будем тестить, он весь процесс проработает. Теперь нам нужно создать похожих AI-агентов. Мы можем просто вот так взять, скопировать и, соответственно, вставить еще один AI-агент и вставим еще один AI-агент. И каждый из этих AI-агентов будет отвечать за определенное действие. Например, этот AI-агент будет генерировать тему контента. То есть он будет у нас не генератор идеи, а генератор темы и задачи, да, что необходимо сделать. В нем должна быть тоже инструкция, но уже другая. В нем мы используем такую следующую инструкцию. Здесь основная идея, чтобы он генерировал нам тему и задачи для дальнейшего контента. Все остальное мы оставляем без изменений. Здесь также приходит сообщение с текст с Telegram. Здесь берем и подключаем сюда. То есть сначала он генерирует идею, дальше генерирует тему. И третий AI-агент, он определяет целевой генератор CA, то есть целевой аудитории. То есть он определяет, для кого мы будем создавать контент. Это очень важно. Мы, соответственно, в него вбиваем специальный промпт для определения целевой аудитории. Все, наши AI-агенты созданы. Мы этот процесс переходим сюда. И следующий процесс, то есть здесь, кстати, еще что можно сделать? Как можно усилить вот этого генератора целевой аудитории? Мы можем отдельно проработать полностью свою целевую аудиторию, выделить определенные сегменты и сюда в качестве базы данных прикрутить данные о целевой аудитории. Как создавать базы данных я показывал в видео AI-продавец, который работает на наших базах данных. Принцип тот же самый, здесь только мы сюда вбиваем данные о целевой аудитории и все. Посмотрите обязательно то видео, ну либо скачайте шаблон, как это делать, инструкцию в телеграм-канале, все это есть. Так, нажимаем сохранить и дальше мы начинаем уже строить процесс генерации всех этих данных в нашу Google таблицу. Для этого мы выбираем Google таблицу. И здесь наша основная задача, то есть наша основная задача создать строку в Google таблице вот с помощью вот этого вот процесса. Создание строки в Google таблице. Вот этот элемент выбираем. Здесь нам необходимо подключить свой Google Drive аккаунт. Для того, чтобы все вот эти процессы, подключение API, подключение Google Drive, подключение Telegram, вы проходите один раз, а дальше у вас все данные сохраняются. Значит, вы сюда вбиваете Create, выбираете сервисный аккаунт и переходите на сайт консоль Google Cloud аккаунт и в Google Cloud создаете свой API аккаунт. То есть выбираете API, сервис. Здесь выбираете, так, не библиотека. Да, в библиотеку можете зайти, найти Google Sheets таблицы и Google Drive и предоставить к ним доступ. То есть вот здесь вы предоставляете доступ. То же самое с драйвом. Драйв предоставляете, соответственно, доступ. Google Drive, так, не к этому, вот Google Drive, предоставляете доступ. И теперь он сможет обращаться, соответственно, с вашим Google Sheets таблицами. Дальше, значит, вы создаете API-ключ. Создаете API-ключ, то есть нажимаете Create New ключ, вот здесь вот Create, и в сервисный аккаунт. После этого вы данные с сервисного аккаунта вы загружаете сюда и прописываете сервисный e-mail и приват-ключ. Как это подробно делать, я подробно рассказывал в предыдущем видео. То есть здесь нужно просто вбить, так, где у нас API, то есть создать новый ключ, вот сервисный аккаунт, и создать JSON файл, который вы просто скачаете. То есть здесь пропишите название, создаете, и здесь вы сможете выгрузить JSON файл. И этот файл просто загрузить сюда с помощью вот этого вот сервиса. И пропишется здесь, соответственно, ваш ключ. Ничего сложного нету. Если есть какая-то вот проблема вот с этим подключением, посмотрите, еще раз говорю, предыдущее видео. Там мы подробно с этим совсем останавливались при создании продавца. Я не хочу просто терять на это время.
Значит, дальше, значит, мы выбираем таблицу, мы выбираем, что нужно сделать в таблице, добавить лист, и у нас здесь будут отображаться наши таблицы. То есть вот наша таблица, она называется N8N Content Creator, и выбираем, соответственно, саму таблицу. То есть вот название самой таблицы, вот здесь вот Sheets 1. Выбираем таблицу ОК. Все данные теперь у нас подгружаются с этой таблицы. То есть видите, идея контента, тема контента, целевая аудитория, пост для Telegram, пост для Threads, пост для Instagram. И все эти данные, соответственно, сюда подгрузились. Нажимаем Save. И теперь мы можем запустить, соответственно, генератор идей. Сюда запустить генератор темы. Здесь запустить генератор целевой аудитории. И все данные, соответственно, у нас сейчас должны сюда подгрузиться. Нет, не подгрузились. Давайте начнем сначала. Нажимаем тест. И пропишем ему такой: какие новости произошли по теме игрок, создай на основе этой новости контент. Смотрите, да, вот он прошел весь процесс, и вот ошибка возникла при выгрузке в таблицу. Значит, почему возникла ошибка? Потому что вот это, он не знает, что сюда выгружать, и мы берем с наших AI-агентов, вот, AI-агент, генератор идей, мы введем идеи контента, генератор, AI-агент, генератор темы и задачи. Мы берем и продолжаем темы и задачи. Так, не совсем удобно. И генератор целевой аудитории, то есть он прописывает целевую аудиторию. Все. Теперь у нас мы можем протестировать, и все эти данные, соответственно, забьются в нашу таблицу. То есть, видите, ошибка ушла, и здесь, по идее, должны появиться эти будут данные. Генератор идей, генератор целевой аудитории и генератор, соответственно, таблицы. Давайте протестим еще раз. Нажимаем Save, нажимаем тест и задаем тот же промпт, копируем ту же задачу. И по идее сейчас он должен, соответственно, все эти данные в эту таблицу забить. Смотрите, да, вот данные в таблице появились. Задача найти новости по теме игрок, найти тема контента, найти последние новости и обновления по теме игрок, целевая аудитория, IT-специалисты, исследователи, разработчики. Все работает. Значит, следующим шагом нам необходимо, чтобы он прочитал эти данные. То есть мы вбиваем также Sheets, Google таблицы, и выбираем Read Sheets. И выбираем вот этот вот последний параметр. Нет, вот он. Прочтение нашей Google таблицы. Здесь также выбираем нашу Google таблицу. То есть вот она. Вот она. И по идее он сейчас должен прочитать нашу таблицу. То есть мы нажимаем Play, чтобы посмотреть. И тест-степ. Опять зададим тот же запрос. Данные перешли в Google таблицу. Вот он, на выходе их отдал. То есть задача, то есть он все видит. Все эти данные не видит только самих постов. Сами посты он сейчас как раз и будет создавать. Но для начала нам необходимо добавить следующие вспомогательные элементы. Первое — это лимит. То есть он должен нам добавлять в нашу Google таблицу всегда только в последнюю строку. То есть не в первую строку изменять, а именно в последнюю строку добавлять. То есть мы выбираем last temps, все. В последнюю строку будет он добавлять. Следующий элемент мы добавляем edit files. Здесь оставляем пока все. Здесь вбиваем данные по теме контента и по целевой аудитории. Но для этого нам необходимо запустить этот шаг снова. Да, он не видит предыдущую ноду, надо опять. Можно было, конечно, сначала все построить, а дальше уже пошагово продвигаться. Значит, смотрите, да, вот он добавляет последнюю строку. И вот мы видим, значит, здесь наши основные задачи — это сейчас прописать данные, чтобы он отсюда брал данные по целевой аудитории и данные по задаче. Для этого мы ищем, что нам сгенерировал данные по задаче из Google Sheets таблиц. То есть вот целевая аудитория. И из Google Sheets таблиц тема контента. Так, нет. Да, задача. Вот она. Тема контента. Нажимаем тест. И дальше он будет, соответственно, все эти данные отправлять дальше. Нажимаем сохранить.
И следующее, нам необходимо подключить как раз ноду поиска в интернете. У нас есть несколько способов, как подключить эту ноду. Во-первых, мы можем использовать там стандартные сервисы, например, Perplexity, либо что-то другое. Но я буду использовать следующий элемент, следующую ноду HTTP request. И здесь буду использовать сайт tawili.com. Этот сайт специально разработан для того, чтобы мы могли искать, подключать нашу LLM-модель к интернету и, соответственно, включать в нее доступ. Сайт тоже бесплатный, вы можете потестить, посмотреть. Давайте я войду в свой аккаунт просто и, соответственно, использовать именно эту ноду. Здесь вам дается вот на новом аккаунте 1000 кредитов. Это достаточно большой объем поиска в интернете. Вам необходимо скопировать, соответственно, свой ключ. И этот API-ключ мы должны выгрузить сюда. Для начала подключаем, выбираем Using JSON. И, соответственно, сюда мы прописываем наш API-ключ. Мне нравится этот сервис чем? Что здесь нужно будет все заблюрить, соответственно, внизу. Мне нравится этот сервис чем? Что он достаточно универсальный. То есть мы сами можем выбирать, за какой период он должен искать информацию, генерировать API-ключ, то есть за какой период, сколько результатов он должен выдавать. И дальше мы просто копируем, соответственно, эти данные и просто добавляем эти данные вот сюда. Хорошо, нажимаете ОК и все. То есть у вас ваш бот подключается к интернету. Дальше, после того, как он подключился к интернету, нам необходимо разделить, соответственно, все новости, которые он там нашел по этой тематике. Для этого мы используем ноду split out. И давайте сразу же следующую ноду подключим. Она называется aggregate. То есть, чтобы он нам словно разделил, соответственно, эти новости по смысловым частям правильно, для того, чтобы наш искусственный интеллект уже обращался к этим новостям и генерировал на основе этих новостей тот контент, который мы будем создавать. Здесь выбираем этот раздел. Дальше, значит, здесь выбираем специальный и прописываем вот title rough content. Нажимаем ОК и вот эту вот ноду тоже давайте настроим. Здесь просто прописываем results ОК. Значит, save. Сохраняем. Давайте сразу же сюда подключим нашего AI-ассистента, AI-агента, который, назовем его AI-агент Telegram. И непосредственно он уже будет нам создавать контент для нашего Telegram-канала. Здесь выбираем Define и здесь прописываем текст. То есть, чтобы он брал данные о нашей целевой аудитории и задачи. Плюс мы ему прописываем промпт. Прописываем промпт. Первую строку убираем. Промпты все также расположены в Telegram-канале. Ссылка находится под этим видео. Значит, здесь в чем смысл этого промпта? Что он эксперт по контенту для Telegram-канала, и он на основе новости, которая к нему поступает, а какие новости к нему поступают, вот прописано здесь, он берет и создает, соответственно, контент по этим новостям. То есть здесь написано, какой контент к нему пришел, а здесь написано, для какой аудитории он создает этот контент. Все, хорошо. Первый агент по Telegram-каналу. Значит, мы просто можем скопировать этого агента, вставляем этого агента. Это будет агент по Threads, и это будет агент давайте его переименуем, агент по Threads. И это у нас будет агент по, например, Instagram, ну, либо любой другой социальной сети. Здесь вывод будет зависеть только от того промпта, который вы ему зададите. Например, в Threads мы будем использовать промпт для Threads. То есть там ограниченное количество символов. Значит, это больше похоже на твит. Для Instagram мы будем использовать промпт для Instagram. Здесь тоже определенное количество символов. В зависимости от той системы написания, который вы делаете. Можно также подключить к ним базы данных для того, чтобы они понимали ваш подход к тексту. Ну, давайте просто подключим нашего OpenAI. Здесь для текста можно, кстати, выбрать Claude. Я бы рекомендовал вам выбрать именно Claude. Но я подключу 4О Mini. Для теста мне вполне сойдет 4О Mini. Ну а дальше вы там уже сами
выберите ту модель, которая будет устраивать вас больше всего. Здесь мы соединяем, здесь соединили, и нужно сформировать вывод. То есть куда все эти данные будут забиваться. Данные будут забиваться в Google Sheets таблицу также. И забиваться они будут в качестве обновления нашей таблицы, обновления строки в таблице. Я напоминаю, что мы будем обновлять именно последнюю строку. Здесь также выбираем обновление, выбираем лист, который необходим. И нас интересует, ну пускай это будет идея контента, нас интересует, значит мы эти данные не будем менять. Тема контента нас не интересует, целевая аудитория нас не интересует. Пост для Telegram и пост для Threads и Instagram. Эти данные, только в них будут забиваться данные. Хорошо, нажимаем сохранить и давайте протестим. Также давайте вобьем новости по Гроку, чтобы он нам нашел новости по Гроку. И смотрите, сейчас происходит тест всей системы. Мне уже села моя таблица. Так, возникла ошибка. Ошибка в вводе параметров. Значит, да, и все у нас заработало. То есть здесь ошибки не было, мы просто то же самое сделали, просто метод выбрали именно пост. То есть здесь была ошибка в выборе метода. То есть это был не get, а именно пост. Это очень важно. И смотрите, вся система прошла, единственное, она не загрузила данные в Google таблицу. Для того, чтобы она загрузила данные в Google таблицу, нам необходимо вот эти данные дополнить сюда. Значит, смотрите, что она сделала. То есть у нас есть наша система, вот Instagram. Output Instagram мы добавляем сюда. Дальше Threads мы добавляем сюда. Значит, Telegram мы добавляем сюда. Идея контента, в принципе, можно ее оставить, ну давайте возьмем с самого начала, то есть где он нам сформулировал идею контента. Самый первый наш пост. Так, здесь он уже берет новости. Самый первый агент, вот генератор ЦА, темы, генератор темы и задачи, генератор идеи мы берем сюда. Нажимаем тест, и теперь он нам, соответственно, должен эти данные туда отправить. Нажимаем еще раз тест, вбиваем, какие новости произошли по теме Грок. И смотрите, система начала работать. Сейчас данные забиваются в Google таблицу, в последнюю строку. Threads, Instagram, и данные перешли в Google таблицу. Все, и получился выход. То есть сейчас мы зайдем в Google таблицу. Вот у нас наша Google таблица. Давайте ее удалим, для того, чтобы она сработала. Да, возникла еще небольшая проблема. Смотрите, значит, что нам нужно сделать. Нам нужно опять же здесь данные от целевой аудитории взять. Данные от целевой аудитории мы берем с нашей Google таблицы. Значит, где целевая аудитория. Здесь прописываем данные целевой аудитории. И здесь, и так вот в каждом боте. Значит, окей. Здесь тоже это же ошибка. Вот данные целевой аудитории. И здесь article content. Вот этот вот контент. Вот он, контент, вот этот вот. Который он сформировал на основе данных. И в Instagram то же самое. Переходим. Берем данные из контента. Rough content, который он нам сформулировал. И данные по целевой аудитории из нашей Google таблицы. Да, данные из нашей целевой аудитории из нашей Google таблицы. Нажимаем Save. И давайте еще раз протестируем, который раз. Запускаем. И вся система, соответственно, отправляет данные. Так, давайте наша Google таблица. Начинает что-то появляться. Формулирует контент. Вот новость это появилась по этому контенту. Для Threads сформулировал контент. И для Instagram он сейчас тоже формулирует контент. Для определенной целевой аудитории и забивает все это в Google таблицу.
Все, смотрите, контент создан, контент для Telegram, для Threads и контент для Instagram. Все как мы хотели. Значит, что здесь еще можно сделать? Можно выбрать вывод как с Telegram, то есть send a message, куда он нам будет отправлять данные, так, где у нас send text message, где он нам, например, напишет, что слушай, да, там все круто, все готово, но прежде чем, так, я забыл добавить еще один элемент, который нам, следующий элемент, edit files. Так, он между, и он будет отвечать за то, что чтобы сообщение пришло, то есть нам не все вот эти вот сообщения, не весь текст пришел, а, например, текст, что все готово, можешь переходить там по ссылке и переходить. И, например, вот такое вот сообщение он нам должен присылать. Название его прописываем как response. Окей. И в Телеграме на выход, значит, нам сюда нужно чат ID прописать и текст. Текст он должен взять с предыдущего шага. Нет, сейчас не подгрузит. Telegram, send message, окей. Давайте сохраним и еще раз создадим. Давайте не Grok, а пускай информацию про Cloud 3.7 Sonnet. Запустим тест. Не видит в Телеграме. Текст не видит в Телеграме. Хорошо. Save, тест. Все равно он сейчас нам не ответит, потому что нам нужно ввести данные по ID. Так, он все ждет. Отправляем. Тест пошел. Процесс работы прошел. Значит, сразу же вам скажу, что здесь сейчас, да, можно посмотреть на текст, сказать, какой-то текст так себе. Здесь, во-первых, мы адаптируем промпт под себя. Мы адаптируем текст под себя, под свои задачи, под те задачи, которые он должен решать. И в зависимости от того, как вы напишете, соответственно, промпт, будет выходить ответ. Вот, да, ошибка, но зато у нас появились данные. Значит, текст. Мы должны отправить текст следующий. Так, нет, не то. Значит, текст вот сюда, вот он должен отправить нам текст следующий. И чат ID он должен взять с самого начала. Вот этот вот чат ID. Вот отсюда. Сейчас нажимаем тест. Почему-то не хочет он так проходить. Именно через тест. Он требует тест всей системы. У нас каждый шаг проверен. Мы, по идее, должны идти просто по одному шагу. Что-то, какая-то ошибка возникает. Нужно посмотреть, как эта ошибка решается. И по идее, вот смотрите, он все забивает в Google таблицу, и по идее он сейчас должен нам прислать ответ. Да, отлично, я выполнил задание, все посты доступны по ссылке. Мы переходим, соответственно, по этой ссылке и попадаем в нашу Google таблицу. Единственное, мне не нравится вот это вот сообщение, которое он присылает, with message sent N88. Для этого нам необходимо здесь, в Телеграме, зайти в бота, ввести вот это вот и отключить вот этот тумблер. Тогда он нам не будет присылать, соответственно, это сообщение. Все, у нас AI-ассистент готов, вся система готова. Я, наверное, не буду сейчас показывать, мы уже вышли за все возможные рамки по созданию, то есть по работе. Я как-нибудь отдельно запишу видео, как мы можем эти системы подключать к нашим главным AI-ассистентам в виде вот в таких вот таблиц. Я отдельно, наверное, на эту тему сниму видео, потому что у меня уже и голос немножко сел, и, соответственно, вас, чтобы здесь сильно не перегружать, лучше сделать отдельную инструкцию в виде видео. Но вы можете посмотреть, как, например, это реализовано у меня, то есть здесь просто добавляется выход, а главный ассистент, он подает, соответственно, эти данные сюда. И в конце мы просто Telegram деактивируем, а здесь оставляем, что этот же ввод, этот же текст, он приходит сюда. Ребят, я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно изучайте сервис N8N. Там широкие возможности для работы с AI-ассистентами и AI-ботами. С вами был Гризуевич. Пожалуйста, поставьте мне нравится, лайк, отправьте видео друзьям, напишите что-то в комментариях. Это очень будет полезно для продвижения этого видео. Ну и, конечно, все шаблоны, все промпты, которые я использую в этом либо в других своих видео, они всегда находятся у меня в закрепленном сообщении в моем телеграм-канале, либо в описании к этому видео. Переходите в бота, он вам всю информацию расскажет.
Пока.